Давно не виделись. Сегодня будет такое видео интересное. Это будет подкаст, можно так сказать. Это будет разговорное видео. Я сегодня отвечу на вопрос, почему я все-таки продал дырявый Мерс. Что во мне изменилось и что изменилось в машине, что это заставило меня продать машину. То есть, по сути, я, если кто не видел, посмотрите видео, целый год, практически целый год я делал из стока AMG. Мне удалось сделать из стока AMG стиль. Я перекрасил полностью машину, переварил. Я ее практически создал заново. И ее продал. Как вообще такое возможно, когда человек вкладывает, по сути, там 2-3 стоимости машины и находит в себе какие-то причины эту машину продать. Если вам это интересно, останьтесь на этом видео. Это будет в основном разговорное подкастовое видео, поэтому присядьте поудобнее, заварите себе чаефир, там пельмени, что вы любите. И сегодня я вам раскрою просто всю душу, если вам это действительно интересно. Вообще, в принципе, я являюсь родоначальником на ютубе такого жанра, как колхозинг. То есть, что такое колхозинг? Это когда ты берешь и своими собственными руками возле своего гаража или там, к примеру, возле своего подъезда ты пытаешься решить какую-то проблему и при этом потратив минимальное количество денег. И многим людям в наших широтах, особенно сейчас, с этими ценами на бензин, на топливо, на запчасти, это все очень заходило. И я эту машину продал. Сразу могу сказать, что я не жалею то, что я от нее избавился. Я ее продал именно сегодня. Сегодня я ее снял с учета. Я и не жалею, и с другой стороны немножко жалею. Я вам расскажу почему. Во-первых, стоит сказать предыстории. Это была первая моя машина. Бабушка продала дачу, мы деньги разделили. Ну, не было у нее сил там этим огородом заниматься. У меня появилось $4000, и я, купил первую попавшуюся Мерс, по сути. То есть мой выбор, он был такой. Сегодня у меня появились деньги, я сразу залажу на сайт. Это был 2015 год, насколько я помню. Я залажу на сайт и ищу самые по деньгам именно, да, ищу самый объемный Мерс. То есть самый объемный на тот момент оказался не 1.8, не 2.2, там, не 2.0, а 2.3 именно с компрессором. Я не понимал вообще, во что я влезаю. Я не понимал, что... то есть, несмотря на то, что я вообще имел опыт владения автомобилями, и я даже занимался немножко перекупством, то есть, там, дядька чинил машины, а я их продавал. Когда ты покупаешь свою первую машину, представьте, у вас появились деньги, вы хотите возить девчонок, вы хотите ездить на Мерседесе, вам не важно, вам самое главное, чтобы это был Мерседес, да, вот. Я хотел вот купить эту машину, у меня была такая мечта, и завести свою девушку в ресторан на Мерседесе, на своем собственном Мерседесе. Я приехал с дядькой немножко был после бодуна, состояние было оценить ситуацию, мне продали машину, я вроде посмотрел под днище, там видно, естественно, мне быстрее. Я ждал этого дня, я не спал ночью, понимаешь? Машина была свежепокрашенная, свежезашпаклеванная. Единственное, что там очень сильно повлияло, то есть, когда мне ее продавали, если вы будете продавать свою машину, сделайте химчистку салона, потому что на Мерседесе там хорошо пахло. И я за это зацепился, и он не пускал меня за руль, вот этот перекуп. И это, наверное, было очень правильно, потому что если бы я туда сел за этот руль, я бы ее никогда не купил, потому что там гремело все. Пинался кардан, там пиналась лось, там были стуки такие. Это потом, когда я уже поехал, я это понял. А до этого, когда он меня провел, он притом поставил машину на железные диски и, спустил резину 1.5, чтобы она мягче ехала. Потому что подвески не было. Я купил его за 3800 в 2015 году. И тогда это было дорого, даже потому что через месяц мы нашли 210 Мерседес за 2, представьте, а я купил Цешку. Потом я, что начинаю понимать? Машина начинает троить, там подвески, я накачал колеса на 2.2, у меня подвеска начала, ходуном ходить. Я сторговался у него $200, и именно этих $200 мне хватило, чтобы поменять масло и сделать какие-то минимальные требования по машине. И потом деньги закончились. Я тогда, по-моему, у меня были проблемы с работой, то есть, и у меня не было денег содержать автомобиль. У меня не было денег, я парень молодой в те времена, у меня не было денег не то, что брать автомобиль, мне не было денег даже его заправить. И тогда крик души просто был мой. Я подумал, чем я мог бы заниматься, чтобы были деньги чинить. И первое, что приходит на ум, это пойти таксовать.
И в 2015 году еще такие машины такого года, да, это был 95-й год, в 2015 году, в конце 2015 года, это было машине 20 лет. Еще в некоторые таксофирмы они проходили. То есть я устроился в некоторые таксофирмы, официально устроился там с кассовым аппаратом и, короче, начал таксовать. И она начала приносить деньги. При том, что тогда цены, именно сейчас, вот как в Яндексе, ну, вообще там, ты, ну, не знаю, как в вашем городе, но в некоторых городах ты можешь, если без коэффициента, за $5 объехать всю страну, по сути. К друзьям забрать их, вернуться обратно. Сейчас вообще такси это просто бессмысленное. Тогда еще были тарифы нормальные, тогда можно было действительно что-то зарабатывать. И у меня появились деньги, вы можете посмотреть по моему каналу Drive 2, у меня появились деньги, чтобы хорошее масло заливать, у меня появились деньги для того, чтобы обслуживать. Я ничего не умел по машине, я просил там всех знакомых, чтобы они мне помогали, я масло не умел менять. В принципе, с этой машины началось мое движение, я хотя бы научился, там, купил набор инструментов и научился просто даже колеса просто откручивать тупо. И первые мои видео, они выглядят так покончено, как менять салонный фильтр, и они набрали по 50 тысяч просмотров, потому что я тогда даже не знал, как это делать, снимал, как поменять салонный фильтр. Кстати, это сейчас вообще не набрало бы ничего, по сути. Ребята, вы там еще не заснули? Я не умел ничего по машине, то есть, по сути, я не умел ни менять ни колодки, ни хуя. Я просто начал смотреть drive2.ru, и там уже были гайды, блядь, как поменять колодки. У меня не было ни инструмента, ничего. У меня тогда, короче, знакомая, у кого-то там гараж появился, я просился к ним в гараж, а потом я просился чаще, потому что машина сыпалась, была в очень плохом состоянии, и, короче, они меня выслали нахуй. Практически все мои знакомые сказали: ты нас заебал, блядь, покупай свой гараж. Денег у меня не то, что не было, блядь, на свой гараж, ну, вообще ни на что не было, блядь. И поэтому, короче, я не понимал, что делать, и я научился, купил домкраты, научился, блядь, менять колодки. Я менял, блядь, колодки, я чуть ли там не двигатель перебирал у себя вот возле подъезда, блядь. Вот на этой улице, возле подъезда, как в Советском Союзе. Люди там вообще просто охуевали, мои, блядь, соседи просто охуевали. Всем было интересно, они приходили, блядь. А я еще видео умудрялся снимать, блядь, как я подшипник менял, ступичный подшипник, блядь, вот этот конусный. Я вот менял, у меня есть видео, я его менял возле своего подъезда. Это ебануться просто. Там все алкаши собирались, блядь, всем было интересно, кто-то что-то подсказывал мне. Короче, это было пиздец, блядь. И тогда это было по приколу. Я купил 3 набора, я их засунул в багажник, нахуй. Я купил все смазки. Короче, у меня СТО было возле моего дома. Приколите, насколько, ну, ебанутая ситуация. Потом, короче, я поставил задачу, цель, полностью сделать подвеску, поставить крутые диски, блядь. Я купил у пьяного таксиста диски, он меня потом наебал на бабло, блядь. Вот. Что под ним, блядь, наверное, где-то сидит. Потому что если он меня, блядь, своего коллегу обманул, то, скорее всего, он где-то, блядь, присел конкретно, нахуй. Он знает, про кого я говорю. Мы полностью с Ваней сделали всю подвеску. Я поехал в путешествие. Приколите, насколько я был долбоеб, блядь. Я поехал в путешествие с Минска, получается, до Австрии. То есть моя дама полетела на самолете, а я поехал на машине. Представляете, какой я долбоеб был. Просто, блядь, это такие времена. Машина на бензине, в Европе бензин тогда, блядь, в Австрии. Он и сейчас дорогой, сука. Тогда вообще просто на автобане я, блядь, 100-м бензином заправлялся. Все деньги, что я натаксовал, блядь, за 2 года, я, короче, в эту поездку, блядь, и у меня, короче, приколите, уже на границе Беларуси-Польши, у меня, короче, пробило радиатор или там потек термостат, короче, машина начала греться, блядь, это просто пиздец, чуваки, ну, приколите, вы можете все эти видео вы можете посмотреть на моем канале, слава богу, она доехала, но, блядь, можно было 3 раза туда-обратно слетать на самолете, блядь, за эти деньги, то, что я туда ездил, я вам отвечаю. Короче, двигался мой блог, я научился там монтировать, блядь, и так далее и тому подобное, и знаете, во мне еще оставалось именно вот это желание и сила этой машиной заниматься. Наебнулся один двигатель, сделал капиталку, влез в долги. Через 20 тысяч наебнулся второй двигатель, уже сам поставил, снял про это видео, блядь. Еще Жорик Кривазов мне помогал, говорит, блядь, снимай так, чтобы видео хорошее. Я еще с BMW гонялся, если помните. Жора, тебе привет. И, короче, двигалась ситуация к тому, что я вкладывал деньги, но я машину не продавал, я начинал чинить. К примеру, я там чиню, блядь, рычаги у меня отваливаются от машины, ломаются рычаги, я их завариваю, я владел сваркой, я владел покраской, блядь, я владел всем. Вы это посмотрите, я по машине научился делать абсолютно все. Нету того, что я не могу дешево, блядь, заколхозить в этой машине. У меня весь инструмент был, сварка, покраска, компрессоры, блядь, шлифовальные машинки, блядь, полировочные машинки, вообще все, блядь. Все, представляете, сколько денег я потратил, чтобы не только, блядь, машину, ну, именно
а чтобы еще и купить это все оборудование. Есть человек, который мне помог с гаражом. Вот этот гараж, в котором я красил машину, все ремонты с прошлого видео. Это мне человек позволил. Большое тебе спасибо, он знает, про кого я говорю. Таких людей очень мало. Но спасибо, что ты меня терпел. На протяжении 4-5 лет терпел, блядь. Огромное тебе спасибо, он знает, про кого я говорю. Но таких людей очень мало, которые поддерживали и которые, короче, большое тебе спасибо. Без него, наверное, бы этот проект бы не получился. И вот, представьте такую ситуацию. Я уже наученный опытом. Значит, сделал по машине все, и притом, знаете что, я начал делать подвеску, я же поменял все, ставил лимфердер, пока это можно было, были деньги ставить, блядь. Потом, короче, сейчас уже ты лимфердер просто так не купишь. И эта подвеска начала уже по кругу, блядь. Приколи, ты меняешь, блядь, задний плавающий, там, какой-нибудь сайлентблок, блядь, спустя там 2 года, а у тебя уже вышел передний сайлентблок. Ты начинаешь, это, знаешь, это больше всего похоже, короче, на, знаете, помните, были такие советские игрушки, типа Тетриса, ну погоди, когда волк вот так вот, блядь, ходил и ловил яйца, да, в корзину. Это было похоже примерно так, это жонглирование автозапчастями, отвечаю. Одно починил, второе по кругу ломается, блядь, уже по кругу нахуй ломается, все, вот так, ты не успеваешь ничего чинить. Это удивительно. И вы зададите вопрос, блядь, как она так быстро ломается? У нас работает в такси, она каждый день там, вот что стоит отметить, по 100-150 километров она проезжала, эта машина. То есть у нее запас прочности был еще более-менее. И я ее не продавал, потому что она была оформлена в такси. Сейчас уже старые такие машины невозможно оформить в такси, а она еще была оформлена в такси. И я какие-то деньги, пока у меня блог не начал приносить деньги, но я хочу сказать, что он даже сейчас не приносит никаких денег, ребята, чтобы вы просто понимали, блядь. Но я хотя бы имел какое-то подспорье, я подрабатывал в такси прошлой зимой. Меня что-то переклинило, и я решил сделать АМГ. И вот я ее переварил же, да, и она начала гнить заново, да. И я решил, блядь, а почему бы мне не сделать АМГ, короче, поставить себе такой челлендж, блядь. То есть у меня все есть. Мне знакомый нашел АМГ бампера, блядь, очень дешево, достаточно. Их нужно было только просто подготовить. Я подумал, почему бы мне не сделать АМГ, блядь, это же самая лучшая возможность. Зимой закрылся в гараже, блядь, делай себе АМГ, крась там и так далее и тому подобное. Тогда я опыта покраски не имел. Вот я начинаю снимать это видео, начинаются все эти события, о которых мы сейчас знаем и от которых мы сейчас страдаем. Цены на запчасти просто в космос. Запчастей нормальных нету. Цены на запчасти просто в космос. Ситуация экономическая, политическая, просто вообще из ряда вон. У меня начинается депрессия, короче. Зима, слякоть, блядь. Я начинаю болеть, у меня гайморит. У меня нет денег, блядь, нормально красить, нормальные грунты покупать. У меня нет желания, у меня опускаются руки. YouTube закрыл монетизацию. Я и так мало зарабатывал, что хватало с YouTube оплату интернета. Я оплачивал просто интернет. Там немножко на мобильную связь уходило, да. А сейчас вообще в 5 раз меньше начала оплата с этими всеми событиями. То есть, по сути, и снимать невыгодно, и ты уже начал проект, и это уже как чемодан без ручки, ты не можешь его закончить. Я, короче, собрался, поставил себе челлендж, блядь, таких просто упоротых чуваков, как я, тянуть вот это говно, блядь, практически нету, наверное, просто. У любого человека, я вам говорю, нету человека, который закончил бы этот проект. Но я дал вам слово, что я сделаю АМГ, и я обычно свое слово выполняю всегда, я его держу, я человек слова, то есть я, если дал, мне обязательно нужно его выполнить. Да, я могу не выполнить вовремя, но долго, медленно, нудно, но я, блядь, добьюсь, нахуй. Я просто буду хуярить лбом, блядь, в стенку, я ее пробью. Вот такой вот я человек, понимаете? Медленно, блядь, может быть, это нецелесообразно, может, по деньгам это нецелесообразно, но я, блядь, добьюсь. Я вам поставил, и я сделал этот АМГ стиль. Я доказал, что любой человек может своими собственными руками все это сделать. Другой вопрос, целесообразно ли это на данный момент. Я сейчас считаю, что нет. Воу, стой, а где это я тебя видел? Это же Леха Боровой, обычный пацан, который поехал работать в Польшу и, похавав там довольно нелегкого хлеба на польских заводах, абсолютно легально очутился в США, где сейчас и двигается к своей мечте в городе, так хорошо знакомым нам по фильмам и играм Лос-Анджелес. Деньги там растут на деревьях, так может показаться с первого взгляда, однако везде надо вкалывать. И Леха своим примером доказывает, что
под сидящий зад бакс не подложишь. Помимо этого, в перерывах между различными сложными работами знакомится с красивыми девушками и общается с нашими кумирами, к примеру, Денисом Чердаком. В общем, если ты хочешь посмотреть, как этот обычный парень выживает в такой огромной стране, как Америка, и вообще узнать, как можно туда попасть, ссылочка на канал Лехи будет в первом комментарии к этому ролику. А ведь я помню в 2019 году, как Леха приезжал ко мне в гараж и покупал какие-то запчасти для своей развалюхи. А сейчас уже в Америке с заработком несколько тысяч баксов в месяц. Ну что сказать, красава, будем следить. Я начинаю понимать, что мне нужно от этой машины избавляться. Когда я начал понимать, что нужно от машины избавляться, когда вот я показывал в прошлом видео, у меня вырвало рычаг так, что у меня стало колесо, оно практически у меня на ходу. Представляете, если бы это где-то случилось, я еще везу клиентов, у меня машину развернуло нахуй, или там, ну, в лучшем случае я бы просто отделался испугом, в худшем случае могла произойти авария. И машина же полностью переварена, она там где-то покрашена, шпаклевана, и она через 2 недели начала лопаться шпаклевка, приколите, но она, может быть, не совсем хорошо была подготовлена, естественно, без опыта. И она начинает гнить заново. Эти пороги, которые переваривал, я их проливал, я выводил, блядь, пескостроил, все эти нюансы. Начинает машина гнить заново. Я понимаю, блядь, я уже не вытяну, у меня уже нету просто никаких сил, блядь. И я принимаю решение ее выставить на продажу. Последней каплей, хочу вам ответить, просто вот последней каплей, знаете, было, когда, если помните, я делал выхлопную систему, может посмотреть это видео вот на канале, я делал выхлопную систему, и я думал, что я создам нормальную стоковую выхлопную систему, чтобы машина ехала тихо, да, она же прошумлена там и так далее, она должна была тихо, но у меня не получилось это, я полностью всю трассу купил. Полностью всю трассу купил, я ее полностью сам сварил, и у меня не получилось сделать, у меня все равно машина работала как трактор, то есть где-то подсекал выхлоп. И в конце концов, когда я уже машину выставил на продажу, я понял, что это сечет из выпускного коллектора, то есть нужно менять прокладку. Если вы знаете, что менять прокладку на выпускном коллекторе, это та еще ебалово, потому что на выпускном коллекторе стоят медные гайки, короче, они со специального кремния медного сплава, вот, что если ты, на 12 они, если ты хуевым ключом попытаешься их открутить, ты просто слижешь, блядь, грани, а зачастую эти гайки, особенно под коллектором, находятся в настолько неудобном месте, блядь, что ты просто их нормально не открутишь. И я говорю сейчас не про обычно 1.8 2.0, я говорю про компрессор. Компрессор на моторе тебе мешает все. Сам компрессор, блядь, этот конченый, там, свой коллектор конченый просто, блядь, который трескается и пиздец. Купил эту прокладку, она стоила там $10, заказал. Что нужно было? 10 вот этих, блядь, гаек открутить, даже не снимая выхлопную трубу, просто отсоединить коллектор, блядь, снять старую прокладку, поставить новую. Ведь я ее полгода назад, я смазывал ее специально, блядь, медная смазка, короче, они должны были, эти болты, нормально открутиться. Но приколите, вот каламбур ситуации. У меня лежит эта прокладка, я открутил 9 болтов, блядь. Остался 10-й, который находится прямо вот в гараже, в яме, блядь. Находится в таком неудачном месте, блядь. Я беру хуёвый ключ, подлезаю для того, чтобы его открутить, и он слизывается. И ничем другим его невозможно открутить. Я, блядь, представляете, мое состояние, когда уже холодно, я после тренировки, после душа, блядь, я продул спину, блядь, у меня начинает течь пот, в гараже холодно, нахуй. Я с этим ключом весь в говне, а мне еще ехать на смену в такси, короче, приколите, вот мое состояние. И я не могу последний, сука, болт, блядь, вот этот открутить, конченый. Его не срежешь ничем. Там даже если был флекс, вот эта маленькая болгарка, ты бы хуй его срезал, блядь, просто. Что я делаю? Я беру вторую вот эту гайку, ее накручиваю, беру сварку, блядь, у меня же там сварка, если вы покупаете этот Мерседес, нужно обязательно покупать еще сварку. Я, блядь, навариваю, нахуй, одну гайку ко второй и пытаюсь уже вторую выкрутить гайку за счет первой. У меня это не получается, когда я навариваю, блядь, вот эту хуйню, это же все под машиной происходит. У меня эта сварка, блядь, она на лицо хуярит, на шею, блядь, прожигает, вот тут я скину, блядь, фотографию вам, прожигает шею, у меня тут ожоги, блядь, просто. Я весь грязный, в говне, блядь, у меня начинает подниматься температура, я начинаю простывать. И я себе говорю, все,
все, блядь, я так больше не могу. Я говорю, это уже это уже не здоровая хуйня начинается. Когда ты все свое время, все свое здоровье тратишь не на родных, не близких, ты не растишь детей, там ты, блядь, не занимаешься собой, ты растишь Мерседес, ты по сути растишь полутруп, на который ты потом садишься, блядь, и пытаешься, чтобы этот полутруп ездил как, блядь, новая машина. Это нереально, это невозможно, блядь. Сколько бы ты ни вкладывал в старую машину 27-летнюю, она не поедет как новая, блядь. Конченый свет, включаю и дальний, и у меня и ближний, противотуманки у меня же АМГшные стоят. Ничего не помогает. По бокам дорогу видно хорошо, а вдаль, ну, не нравится мне этот цвет, честно я могу сказать. Ну, немного меняется, видите. Короче, вот это один из минусов, конечно, цвет. Потом постоянно вот этот хуярит руль, хуярит эта подвеска, этот, я не знаю, там рулевая трапеция, которую постоянно меняешь. Короче, жесть. Машина шумная. Ну, шумная, при том, что она, ну, в шумке, понимаете, она шумная. Я слышу выхлоп, несмотря на то, что я... Вот видите, ну вот нифига не видно, едешь просто в пропасть, если особенно нету освещения. В руль фигачит просто. Ну, мне не надо ни динамика, ничего. То есть мне самое главное, чтобы было комфортно. Да, у нас дороги, конечно, в Беларуси говно. Многие думали, что... Многие говорят, у вас в Беларуси отличные дороги. Это уже давно не так. Если она и залатана, то она будет такими волнами различными. Постоянно что-то дребезжит, какие-то панели, короче, сзади что-то дребезжит. Ехать никакого удовольствия. Может быть, у вас на ваших дисках, именно там 15, 14, я не знаю, на чем вы ездите, может быть, на ваших там железных дисках намного лучше. Но на литых дисках 17-х, это даже не 18, 17 диски, профиль 45, а это, ну, не самое вообще, это не изолента, это нормальный профиль, ну, где-то такой вот профиль, блядь, но все равно вообще, ну, какие-то вибрации, и как-то машину тянет в сторону, притом это на зимней резине, у меня 2.2 накачаны колеса, в общем, удовольствия не получаю. Кардан я вроде бы сделал. Почему она вибрирует до сих пор? Как будто булка, знаете, на колесе, как будто на одном месте. Короче, ну, неприятная, конечно, ситуация. Очень. Вот, и машина едет по конченному. Ее постоянно кидает. Вот она прямо не едет. Ее постоянно кидает. Она не держит нормально. Или дорога такая, или сама машина. В общем, кайфа мерседесовского я не получаю. Честно я вам могу сказать. Не получаю. Что и большинство из тех, кто подписан, это люди, которые так же, как и я, у себя возле подъезда меняют колодки и перебирают двигатель. Зачастую большинство из тех, кто смотрит мой контент, это люди даже без гаража, которые купили эту машину, и они просто хотят посмотреть, как что меняется, да? Ну, это я такой вывод сделал. Так вот, если вы начнете то же самое самостоятельно красить, самостоятельно шпаклевать, самостоятельно полировать машину, самостоятельно что-то там сделать, зачастую в 90% случаев лучше у вас не получится. То есть вы также потратите деньги, вы также потратите время, и вы получите примерно такой же результат. О, видите, даже, блядь, значок отвалился, я этого не заметил. Представляете, насколько эта машина плачет просто. А если вы кому-то будете отдавать на СТО, вот вы скажете, отдай нормальному специалисту, пригласи нормальных друзей. Вот я приглашал Ваню, спасибо ему большое. Кстати, всем спасибо, кто помогает Милану, который снимает за это. Даже он пересел на красную залупу. Представляете, потому что, ну, по всей видимости, просто его машина не заводится. Я не знаю, что там с ней стало. Вот, у него такая же машина, но она становится все меньше. Мы уже внесены в Красную книгу. Так вот, вы скажете, пригласи знакомого на гаражи, пускай он тебя за 2 бутылки там водки, блядь, за шаурму что-то сделает. Никто никогда вам не будет делать ничего за шаурму. Я даже вот Ване говорю, который полировал один элемент, он полировал один элемент, потому что остальные все полировал я, поэтому так хуево получилось. Даже ему, у меня не подымется рука ему не заплатить. Ну, трохи тут немножко не дотерли, ну ладно, я это дотеру. Вот этот клык надо дотереть, ну более-менее нормально. Ну, у тебя просто не хватит всех денег мира для того, чтобы эту машину сделать качественно. И даже если ты ее сделаешь качественно, ты вложишь в покраску 3-4 тысячи долларов, как это делал дядя Бой, если помните, на моем канале. Все равно эта машина 95 года. Все равно эта машина останется 95 года, ребята.
эти косяки, вот которые, тут третий двигатель стоит, уже по кругу. 5 лет тому назад, если помните, я делал подвеску. Эта подвеска по кругу уже износилась, блядь. Хоть внешне, может, машина выглядит вымытой, но едет она ужасно. Опять же говорю, я это в новом видео расскажу. Уже надо опять платить $1000 и менять полностью, перебирать всю подвеску. Кем ты должен быть, что ты должен зарабатывать, сколько биткоинов ты должен купить и продать для того, чтобы иметь деньги, чтобы заниматься старой машиной. Сколько и на свежий Мерседес. Вот вы поставите Мерседес 13-14 года, C-шку 13-14, 204-205 кузов. Колодки будут стоить одинаковые деньги. Потому что когда вы приходите на рынок, никто вам говорит: о, блядь, у тебя ж машина старая, дешевая, за $1000. Мы тебе мы это понимаем, блядь, мы войдем в твою ситуацию, мы тебе колодочки дешевле продадим. Никто ж так вам не говорит. Поэтому, блядь, вы на нее будете тратить весь бюджет. Вы продадите, блядь, свое яйцо, вы продадите свой глаз, вы продадите свою почку, и вы будете вкладывать. Эта машина сосет, сука, все деньги. Она сосет лучше, чем самая качественная проститутка, я вам отвечаю. И удовольствие вы получаете от нее в разы меньше. Я вам говорю, лучше я бы нашел более грамотное вложение своим деньгам. Ладно, я не знаю, мне уже прорывается вот этот негатив. Уже половина людей отписалась. Спасибо вам большое, что были. Видишь? Вот тут особенно видно. Да? То есть видно, вся крыша такая конченая. Видишь? Все надо, блядь, опять перетирать, получается. Просто закапываешь там деньги. Зарабатывают все. Зарабатывают СТО, зарабатывают те, кто продают запчасти. Страдаешь и терпишь ты. Это, блядь, всегда. Если бы она не работала в такси, я бы ее, наверное, сдал на металлом нахуй. И я, короче, прихожу, и я ее выставляю. Я ее фоткаю, блядь. Я ее выставляю на сайты. Потому что просто это было, знаете, вот последняя нахуй капля. Просто. И знаете, что я тогда понял? Надо было 7 лет, чтобы до этого дойти. Кто такой владелец Мерседеса, чтобы вы понимали? Ну вот вы можете задать вопрос, кто такой владелец Мерседеса. Владелец Мерседеса — это тот человек, который, ну, по моему мнению, спускается в свою парковку, берет ключ, садится в новый хороший Мерседес, это заводит, едет по делам, кидает ее под кустом, решает бизнес-вопросы, зарабатывает деньги, которые у него хватает для того, чтобы содержать эту машину, там, ее полностью обслуживать, да? Садится, едет в ресторан или домой, целует жену, блядь, и все хорошо. Раз там в несколько месяцев он меняет масло на официальном дилере, к примеру, по гарантии. Вот это значит владелец Мерседеса. Но владельцы Мерседеса бывают разные. Посмотрите на этого человека-бизнесмена, который владеет Мерседесом, который ездит. У него есть машина в полной комплектации. У него машина, которая не гремит. У него машина новая. У него машина, которая стелится. У него машина, которая красиво выглядит. И там даже не надо переваривать пороги. И он, и я владельцы Мерседесов. И у него, и у меня Мерседес. Но он почему-то кайфует от жизни, а я почему-то должен страдать. И я понял, что я не являюсь владельцем Мерседеса. Это самообман, то, что я делаю. Это самообман. Ну, то есть, это просто, это я тянул крест вот этот, блядь, свой. Это только на словах. Вот если с кем-то ты общаешься, он говорит: какая у тебя машина? Ты говоришь: я, блядь, владелец Мерседеса, нахуй. Все такие: о, охуеть, блядь. Охуенно, а какого? Ну, ты владелец Мерседеса со сварочным аппаратом, который с собой в багажнике носит, блядь, сварочный аппарат. Сказал себе, что я перерос эту машину, я действительно перерос. Я за это время успел поездить на большом количестве машин. Я арендовал и Теслы. Я, когда ездил на отдых в Европу, я арендовал разные машины и новые Форды. На что ты способна, малышка? Нихуя себе! Офигеть! Это какая-то жесткая тема. И Тойоты арендовал. Очень понравилось то, что тут есть автоматический свет, не нужно дрочить дальние и ближние. Да? Ездил на большом количестве разных автомобилей, и я вам хочу сказать, что Mercedes, он же должен быть плавный, он же должен быть мягкий, он же должен хорошо управляться, хорошо стоять на дороге. Но приколите твое удивление, когда ты садишься в Ford 19 года с двигателем 1.1 турбо, бензин,
И он едет резвее, чем 2-3 компрессора. Вы можете себе представить? Звучит лучше. И там есть Bluetooth, и там есть удержание в полосах, и там есть автоматический свет, тебе не надо дрочить, блядь, вот эту хуйню. И там есть автоматическая коробка, которая переключается, и ты даже не чувствуешь, что она переключается. И просто, блядь, она едет намного, блядь, лучше, чем Mercedes, в который ты вложил все. Это просто пиздец. Я когда вот это прочувствовал, поездив на свежих машинах. Слушайте, и, кстати, еще по поводу сравнения этого Мерседеса с любыми другими машинами, вот, на которых я ездил, я никогда вообще не думал, что я такое скажу, но вот обычная половик, вот это обычная Polo на автомате 1.6 с DSG, просто Мерседес ему просто в подметке не годится, я вам отвечаю, потому что я поездил. Я вам хочу сказать, я даже не говорю про этот Polo, вот я говорю про такой Polo. То есть это старый Polo, еще первый Polo рестайл. Блять, он управляется просто как Need for Speed, я вам отвечаю. Вот добитое говно. Коробка в спорт. Вообще красота. Ну, то есть поездите возьмите в каршеринге машины, новый Polo. Какой-нибудь Шкоду Rapid, ну, Kia Rio, конечно, это не самая лучшая, вот это не хорошая машина, да, но попробуйте взять какую-нибудь машину и поездить. Вот я ездил недавно на, знаете, какой машине? Вот, я ездил на Kia Seltos, блядь, просто кайфанул, я вам отвечаю, то есть... Просто попробуйте поездить и сравнить, что значит ездить на новой машине, что значит ездить на коробке автомат, что значит ездить, когда ты можешь подключить свой телефон и там Bluetooth, блядь, камера заднего вида и так далее и тому подобное. Просто сравните и, ну, просто все вопросы, все сомнения, они сами по себе отпадут, ребята. Попробуйте поездить на Тесле. Я поездил на Тесле, просто кайфанул. Я вам говорю, этот Мерседес старый, он вообще просто в подметке не годится. 27 лет машины, другие технологии были. Состояние подвески просто конченое, просто кончелыжное, блядь, состояние подвески. Поэтому, ребят, ну, короче, я вам сказал свое собственное мнение. Хотите, можете меня обложить хуями, но перед тем, как меня хейтить, просто возьмите, сядьте не на какую-то бичевую комплектацию, да, а возьмите, к примеру, Шкоду Rapid, они зачастую идут, или Volkswagen Polo, они зачастую идут с коробкой автомат, поставьте ее в спорт и просто, блядь, дайте газу и просто поездите, просто пошашкуйте, и вы поймете то, о чем я говорю. Долгожданная машина у Шамаича. Вот он едет, душит тут. Коробку забыл в спорт переключить. Стоп. Красота. Когда у тебя есть круиз-контроль, ты можешь просто поставить, спокойно ехать, убрать там эти педали, и, ну, это просто супер. Когда у тебя автоматический свет, когда у тебя удержание в полосе, это, блядь, охуенно. Ничего нет. Лучший Мерседес это не Кабан, это не 220, блядь, это не 221. Лучший Мерседес, напишите сами в комментариях, какой Мерседес для вас лучше. Для меня лучший Мерседес это новый Мерседес, нет ничего лучше новой машины. Какой бы она марки ни была. Как только машине больше 5 лет, все, блядь, нормальные люди ее продают, сдают в трейд-ин. Вы скажете сразу, что я, блядь, зазвездился, что я ебанулся, у нас нету денег, блядь, покупать новые машины. Да, я понимаю, ситуация очень сложная. Сейчас вообще очень сложная ситуация. Я в такой же ситуации нахожусь, как вы. Но, ребята, если вы, я так понял, если у тебя нету денег содержать эту машину, она даже по сегодняшним временам, это сложная машина, блядь. Слава богу, что я туда поставил газ, я хотя бы смог какие-то деньги, блядь, сэкономить. Эта машина сложная, технически, там многорычажная подвеска. Представьте, вам надо это все менять, и за это все надо платить деньги. А если ты не можешь менять это сам, вам нужно обращаться к специалистам, которые это будут делать, которые будут с вас постоянно чаржить деньги. Нету денег, купи какую-нибудь простую машину, блядь, не знаю, Toyota Corolla, не знаю, там Volkswagen Jetta, блядь, Volkswagen Golf.
блядь, в дизеле каком-нибудь. Кинь ее под куст, забудь на месяц, блядь, придешь, чтобы она пришла и завелась. Вот у меня сейчас, я вот после этой машины, я, конечно, после того, что я вложил, я же только тогда, когда ты получил опыт самостоятельного ремонта, вот в чем плюс, конечно, то ты тогда более вдумчиво выбираешь машины. Я вам говорю, я сейчас буду очень внимательно относиться, блядь, к выбору машин. Потому что ты видишь каждую машину, ты когда ее сам покрасил, ты сам ее полирнул, ты видишь где, что и как, блядь. И только так вы сможете научиться выбирать машины. А так, в принципе, ребята, ну, настоящий Мерседес. С пробитым глушителем, настоящий Мерседес. Рулежка просто валкая, как у настоящего Мерседеса. Нихуя не рулится. Заносит, блядь. А заносит оператора просто по жести. Едем по деревне на дискотеку, блядь, со своей фонотекой, ребята. Чем эта машина не изменилась, это также тот же самый дырявый Мерс, только с АМГ обвесами, который может, как первый пацан на деревне. Посмотрите, я же первый пацаненок на деревне. Посмотрите, все вот это Chevrolet Cruze, это все хуета. Это все хуета. Да, кстати, у нас уплотнитель отваливается, но это пофиг. Это мы замажем, это мы, ребята, замонтируем. Но на деревне я первый пацан. То, что я хотел, 17-е литые диски, АМГ бампера и все. Любая баба бальзаковского, ну только вы должны понимать, любая баба, блядь, старше 50, она ваша. Отвечаю, вот она хотела принца на белом коне, она получит своего принца на этом, блядь, зеленом коне. Она получит. Видите, подвеска проглатывает все. Это просто машина, блядь, на каждый день. Знаете, как кто-то сказал, всяко лучше скучать в Мерседесе, чем, ребята, на остановке. Ну все, короче, 5-я передачка, и гойсаем по деревне, таксуем себе на АМГ 100 км. Ой, блядь, какой бог. Видите, ну она вписалась, блядь. Тут нету никаких, нет никаких, нахуй, стабилизаций. Зато едет, машина едет, блядь. Даже жалко продавать, я вам отвечаю. Ну, на запчасти не жалко. Почему я выставил машину за 3800? Потому что я зашел, и сейчас очень сложный рынок, блядь, машин нету, машины подорожали, и даже за эти деньги, за 4000, вы не можете купить нормальных машин. Вы можете залезть на сайты, посмотреть, блядь, за $4000 вы ничего нормального не найдете. То есть вы найдете там 39-ю BMW, блядь, просто на рогах, еще хуже, чем моя. Вот я вам покажу те фотографии, которые я сделал. Моя машина просто, блядь, в первый день получила 1000 просмотров. Ну там, блядь, 4000 просмотров. Приколите, короче, люди начали. Но никто не звонил, самое интересное. Цена просто ебанистическая. Конечно же, та новость, то, что я начал продавать машину, она попала в специализированные группы Mercedes. У нас есть такие группы. И меня там жестко отхуесосили. Просто мне нахуев таких наставляли. Сказали, блядь, после того, как ты чинил, если вы помните, я же пеной чинил, блядь, этот багажник, монтажной пеной чинил арку, да. Вот, они сказали, блядь, ты должен еще доплачивать людям, чтобы эту машину купили. Они сказали, ты просто ебанулся за такие деньги, блядь, такую машину продавать. Мне кажется, это определенно уровень классного качественного ремонта. Качественно, быстро и недорого. То есть в основном продавались 1.8 и 2.0. А у меня единственная машина с компрессорным мотором, еще так вылизана, блядь, из AMG обвесом. Короче, машина выглядела очень красиво. Особенно, когда ее помыть. На этих дисках вообще шикарно. На этом салоне просто вообще изумительно. Вот эти $100, блядь, дермантиновые эти чехлы, блядь, они просто плюс 1000 можно добавлять, я вам отвечаю. То есть поэтому перекупская тема, блядь, она еще жива до сих пор. Так вот, представьте, у меня машина что-то гремит, блядь, что-то свербит, я ее выставляю на продажу. Если честно, у меня была такая статистика. Я поставил ее 3800, мне сразу наставляли хуев, сказали, ты ее никогда не продашь. И я начал потихонечку снижать цену. Я снижал, приколите, сначала думал по $50, блядь, снижать цену каждый день. Но потом подумал, что это будет очень долго. Надо было продать именно первому покупателю. И я начал в день, приколите, по $100 снижать цену, блядь. Просмотры падали, никто не звонил до сих пор, никто не приезжал смотреть, блядь. А потом, короче, меня что-то психануло, я начал по $200 в день. У меня так было: 3800, 3500, 3333. Я поставил цену 3333 и позвонил человечек.
Приехал человечек, я, если честно, был, ну, скептический. Я после ночной смены не спал, и у меня, знаете, было такое ощущение, я сейчас приеду, опять какой-нибудь чувак, блядь, предложит мне 500, блядь, долларов. Я его пошлю нахуй и испорчу себе настроение и день, блядь, еще даже нихуя не спал. Я, короче, вышел, помыл машину там, блядь, просто с бутылки. Поехал ему показывать. Машина косяковая, я вам отвечаю, блядь, машина заводится, едет, машина тормозит, в машине даже работает кондей. И машина внешне выглядит еще более-менее по сравнению со всем. Но в машине есть куча косяков, понимаете, которые просто экономически нецелесообразно тратить свое время и деньги решать. Потому что уже просто очень много потрачено. И вот парень приезжает, ему машина нравится. Я ему делаю предложение, от которого он не смог отказаться. Я ему говорю: слушай, давай за 3 косаря, я тебя отдаю, блядь. Даешь залог, я ее завтра снимаю с учета и все. Знаете, что еще повлияло? То, что он, наверное, не смотрел мой канал, ребят. Потому что если бы он посмотрел мой канал, если ты смотришь сейчас это видео, братан, ну, я тебя поздравляю с покупкой. Да, это жестко. Я самый честный продавец, и он не даст соврать. Я ему показал все косяки, я ему снял все обшивки, тыкал отверткой, блядь, показывал, что машина целая, она действительно целая. И я ему показал все косяки, начиная, блядь, от там, ну, я ему, короче, все косяки показал. Он не даст соврать, я самый честный продавец, блядь. Я ему показал все косяки, я практически ничего от него не утаил. Да там, ну, если я что-то не сказал, так я просто забыл, наверное, сказать. Естественно. Я больше всего молился, если честно, вот, чтобы ты не посмотрел мой канал. Потому что если бы ты посмотрел мой канал, ты бы отказался от покупки этой машины. Но сейчас, посмотрев мой канал, ты можешь увидеть, сколько работы над ней проделано. И будешь понимать, что тебе досталась машина, в которой, в принципе, ничего не надо делать. Ты ее чисто вот заправил газом, это очень экономично. Ты поменял в ней масло, блядь, и ты поехал. Все, то есть в этой машине действительно там зимняя резина стоит, которая на сезон хватит. То есть там есть все, в нее вкладывать не надо вообще, я вам говорю. Единственное, что это поменять рулевую трапецию, которая для этой машины является расходником. Но это и все остальное ты можешь менять из своей просто прихоти. Потому что в эту машину можно вкладывать просто, ну, блядь, тоннами денег засыпать, блядь, в багажник тоннами денег. И ничего, ну, не будет происходить, блядь, с этой машиной. Мы берем на себя ответственность за все, что производим. Не пизди мне, мистер. Он мне задал вопрос, жалею ли я то, что я ее продал. И это первый момент, когда я ему соврал, чувак. Я в тот момент боялся больше всего, чтобы ты отказался. Я тебе говорю, потому что цена $3000 это очень хорошая цена. Люди, когда узнали, за какие деньги я продал вот это некро-лакшери, вот этот труп, да, люди просто сказали: мы не верим. Мы не верим в то, что ты продал за такую, блядь, ты просто счастливчик. Где-то, если помните, с начала видео, когда меня наебали с этой машиной, блядь, когда мы приехали полупьяные ее покупать, я в нее вложил все, чувак, я в нее 7 лет вложил душу, я в нее вложил дохуище денег, блядь, даже колхозным ремонтом, да, даже своей колхозной покраской, это все равно кучу денег я в ней закопал. Ребята, кстати, я нашел совершенно нечаянно одну интересную бумагу. Значит, тут я писал, сколько я потратил на то, чтобы покрасить машину, привести ее в порядок. Притом это как бы не абсолютные цифры, это относительные. То есть это на тот момент, когда я писал. После этого много воды утекло, куча. Там я за гараж платил, плюс еще там куча других было там работ. Сюда не вошло много чего. Но давайте представим, что вот ремонт кардана и так далее и тому подобное. Вот я тут писал, за гараж платил, и еще потом платил. Мне вышло, короче, $900. По-любому сюда можно еще добавлять $100, потому что я ее как-то полировал, плюс еще дополнительно покупал там растворители и так далее и тому подобное, еще краску покупал дополнительно. То есть сюда ушло $1000. То есть из тех 3000, которые я машину якобы выгодно продал, можно запросто убирать $1000. И это, конечно же, не считается времени, которое я потратил, сил, здоровья. Ведь я вам даже еще не рассказывал, забыл упомянуть то, что в один из моментов, когда я мыл двигатель, для того, чтобы машина лучше выглядела именно изнутри, у меня сломалась одна пластмасска, я ее начал клеить. И у меня в глаз попал суперклей.
Представьте, это просто пипец. У меня чуть не склеился глаз, и я чуть не лишился зрения. И это было одной из последних капель моего терпения, почему я решил ее продать. Вот я вам показываю, короче, справку, что я обратился в химический ожог роговицы, вот, и это после моей хирургической операции, которую я делал на глаза. Короче, это пипец. Мне прописали вот эти все капли, и это $30, ребята. Можно еще 100% сюда и нервы, и так далее, и тому подобное. Поэтому у меня просто, ну, не обессудьте, не было сил уже эту машину, блядь, дальше приводить в порядок. Я хотел заняться еще тюнингом этой машины, там поставить какие-то шкивы, но ситуация так закрутилась, и здоровье, что я уже просто понял, что мне проще от нее отказаться и просто не тратить свои нервы. Я уже просто устал. И ты получил хорошую машину. То есть тебе хорошо, что ты получил машину, которая на ходу ездит, блядь, и она тебя никогда не подвезет. Там новая проводка, там дохуя чего нового, новый потолок, там вообще. А я получил адекватные деньги, считаю. Я хотя бы какие-то деньги вернул. Сегодня первый день, когда я могу одеть вот эти кроссовки. Я могу сделать пробежку, мне не надо ехать таксовать, мне не надо тратить свое время, я могу время потратить на себя, на изучение английского, на монтаж ролика и начать заниматься действительно тем, чем я хочу. Каким проект будет следующим? Я вам отвечу, что тот проект, который сейчас я наметил, он более грандиозный, блядь, чем то, что вы услышали сейчас, то, что вы видели. Я просто... Настолько серьезные изменения в моей жизни сейчас будут происходить. Просто колоссальные. Вот мне 33 года, и, короче, я планирую сейчас, вот как Илон Маск, просто, блядь, стрельнуть в космос. И приложить для этого просто такие же усилия. Вот у меня кажется, что я еще новый вызов для меня, блядь. И вы это увидите на моем канале, если будете подписаны. Подпишитесь на этот канал, подпишитесь на мой второй канал Live, там будет еще чаще выходить ролики, там более разговорные такие, но, тем не менее, кому интересно просто о будущем не только Мерседесов смотреть, не только машины, вы можете подписаться, я буду очень благодарен. Напишите, что вы думаете по поводу этого. Правильно я сделал? Дешево ли я продал машину, дорого ли я продал машину. Возможно, вы с этой истории подчеркнули именно то, если у тебя нет денег, никогда нельзя брать машины, которые ты не сможешь содержать, как это берут БМВшники, там, Мерседесоводы. Надо смотреть на потенциал машины, потому что многие, когда покупают такие машины, они хотят сделать олдтаймер, они хотят сделать, блядь, машину, которая... как у меня было фейковое понимание, что я хочу вложить, где-то там подшаманить, и она будет ездить. Она не будет ездить. 27-летняя машина, там уже начинают выходить такие узлы, которые нормальный человек не меняет. Начинают выходить карданы, начинают выходить полуоси, начинают, блядь, выходить редуктора, начинают выходить рулевые редуктора. Ребята, это не расходники. Когда в машине начинает ломаться это, и вам приходится объезжать, блядь, полстраны, чтобы эти запчасти найти, ребята, это нездоровая хуета. Такую машину надо избавляться. Вот. И никогда нельзя вкладывать последние деньги в машину. Если вы начинаете понимать, смотрите на любую машину, как на не свою жену, блядь, с которой вы проводите время только не в постели, а в гараже, нахуй, да, и ебетесь, блядь, потому что Мерседес может выебать вас, блядь, получше, чем любая жена. Вот, и морально, и физически, и по-любому. Вы должны относиться как к повозке, блядь, как к коню. Повозка должна возить вас. Не вы должны, блядь, возить повозку, нахуй. И вашего коня по госпиталям, блядь, и лечить его. Вы должны кинул сено, конь сожрал и поехал. Вот это задача любой машины. Не становитесь рабом своего автомобиля. Не тратьте деньги все на машину. Не акцентируйтесь, блядь, на этих болтиках, как большинство людей, просто ебанутейших, нахуй. Когда я знаю просто несколько людей, которые настолько ебанутые, блядь, что они ради одного болтика, алюминиевого, блядь, который не будет гнить, какого-то шурупа, блядь, они ездят по всему городу, блядь, ищут эти болтики. Блядь, это просто пиздец, и тратят на них деньги. Оригинальные болтики могут, блядь, и по 7, по 10, по $300, блядь, стоят оригинальные болтики, которые нихуя не решают, блядь. Просто, ты просто закапываешь деньги. Это никогда не оценят, блядь. Те деньги, которые я вложил, блядь, они не оценятся никем. Несмотря на то, что я машину продал, блядь, за $3000,
Вы понимаете, что, блядь, я не вернул даже нахуй 1/3 этих денег, которые я потратил. А люди еще больше, блядь, закапывают эту машину. Сейчас рынок сложный, вы нихуя не продадите, блядь. Если вы понимаете, что ваша машина сыпется, продавать ее нахуй. Вы всегда успеете, вы не жалеете, блядь. Меняйте машины, блядь, продавайте. Лучше всего покупайте новые. Но я понимаю, сейчас сложная ситуация. Поэтому делайте все, чтобы машина не обременяла, и чтобы она всегда была у вас под рукой, и всегда была в рабочем состоянии, чтобы вы не вкладывались в нее. Вот это, как люди в Европе делают. В Европе и в Америке люди покупают машины с салона, 2-3 года, блядь, все, скинул, блядь, и там уже мекса ими занимается. Это правильный подход. А я лично перерос эту машину, и я понял, что мне проще будет открыть какой-то бизнес, и как-то изменить свою жизнь, устроиться на лучшую работу, как-то лучше зарабатывать, больше купить себе более новый Мерседес, даже просто более новый Мерседес, или купить не Мерседес, а Toyota Prius, блядь, какую-то более простую машину, которая экономила бы деньги, которая не высасывала бы эти деньги, блядь, потому что Prius можно, поменять, не знаю, там, блядь, как Volkswagen, там, Golf, за $50 можно мешок запчастей купить, просто, блядь, вкинуть их, вот они уже поменят. Это не Мерседес. Поэтому, блядь, ребята, просто имейте голову. Я думаю, что эта история, она вас многому научит. И мы скоро увидимся. Проекты будут просто бомбические. Я думаю, у многих из вас снесет крышу. Я почему снимаю я прежде всего, я не получаю деньги с Ютуба, чтобы вы понимали. Я снимаю это именно для себя. Просто для своей истории жизни. И посмотрев ее, вы сможете очень много чего для себя почерпнуть и сделать выводы. И, возможно, вы все равно будете делать свои ошибки. Все равно каждый человек учится на своих ошибках. Но, может быть, мои ошибки, они дадут вам возможность не попасть на все грабли этого мира. Ребята, берегите себя, берегите свое здоровье, берегите свою семью. Вкладывайте в собственное саморазвитие, вкладывайте в своих близких, вкладывайте в себя, занимайтесь своим здоровьем. И никогда не вкладывайте деньги в машину, в последние деньги. Купите лучше что-то живое. В общем, вы и так взрослые люди, вы все понимаете. В общем, ребята, увидимся, когда увидимся. Но ролики будут выходить очень часто. Так что не забудьте подписаться, репостнуть это видео своим друзьям мерседесоводам, чтобы они знали. Написать свой комментарий. Прожмите этот лайкосик. И, ребята, всех вас обнял. На этом история не заканчивается, она только начинается. Пока. А так, в принципе, ребята, настоящий Мерседес. С пробитым глушителем. Настоящий Мерседес. Рулежка просто валкая, как у настоящего Мерседеса. Нихуя не рулится. Заносит, блядь. Заносит оператора просто по жести. Едем по деревне на дискотеку, блядь, со своей фонотекой. Ребята, одно удовольствие. Ничем эта машина не изменилась. Это также тот же самый дырявый Мерс, только с АМГ обвесами, который может, как первый пацан на деревне. Посмотрите, я же первый пацаненок на деревне. Посмотрите, все вот это Chevrolet Cruze, это все хуета. Это все хуета. Да, кстати, у нас уплотнитель отваливается, но это пофиг. Это мы замажем, это мы, ребята, замонтируем. Но на деревне я первый пацан. То, что я хотел, 17-й литые диски, АМГ бампера и все. Любая баба бальзаковского, только вы должны понимать, любая баба, блядь, старше 50, она ваша. Отвечаю, вот она хотела принца на белом коне, она получит своего принца на этом, блядь, зеленом коне. Она получит. Видите, подвеска проглатывает все. Это просто машина, блядь, на каждый день. Знаете, как кто-то сказал, всяко лучше скучать в Мерседесе, чем, ребята, на остановке. Ну все, короче, 5-я передачка, и гойсаем по деревням, таксуем себе на АМГ 100 кило... Ой, блядь, какой... Видите, она вписалась, блядь. Тут нету никаких... Нет никаких, нахуй, стабилизаций. Зато едет, машина едет, блядь. Даже жалко продавать, я вам отвечаю. На запчасти не жалко, но я надеюсь, что хотя бы вас я порадую, моих любимых подписчиков. Все, всем пока.